Неформальное объединение мотоциклистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Дым, труба, огонь, вода» нарушило тихую, размеренную жизнь приграничного городка на Нарове. Ивангород впервые впустил в стены древней крепости рычащих коней. Цель нашей деятельности – это популяризация мотоциклетного движения, это продвижение мототуризма, это проведение массовых мероприятий, такие как вот сейчас в Ивангородской крепости проходят. Ну и объединение людей, увлеченных общим интересом, увлеченных общей идеей с одним интересом, скажем так. Как любой рыцарь, байкер любит, холит и лелеет своего железного друга. И если в далеком средневековье рыцарь выбирал себе коня, заглядывая ему в зубы, ощупывая бока, то современные байкеры творят чудеса. Зачастую байкер собирает мотоцикл сам. Наш отечественный мотоцикл Маден СССР, 76-й год выпуска. Как он к вам попал? По дешевке восстановили. Восстанавливали сами? Да, с нуля, да, ржавого, с болоте нашли. Мало кто задумывается, что человек, едущий на мотоцикле со скоростью 150 км в час, рискует больше, чем те, кто сидят в кресле комфортабельных авто. Ведь навстречу ему из-под колес впереди идущих машин вылетают камни, пыль. Попадает все это дело в голову, плечи, порой очень больно бьет по пальцам. Но для байкера процесс езды на мотоцикле значит намного больше, чем простое перемещение из точки отправления в пункт прибытия. Байкеры – это не всегда бородатые дядьки, которые собираются попить пивка. Байкеры – это люди свободы, не представляющие жизни без запаха дороги, жажды новых открытий. Здесь буйной фантазии нет предела. Черепа, волчьи хвосты, камуфляж и мототату. Наташа, скажите, пожалуйста, каково жить с мужем-байкером? Хороший вопрос. Можно было бы дать время на подготовку? Ну как? С одной стороны тяжело, с другой стороны очень интересно. Поездки. Мне очень нравится ездить на мотоцикле. Муж мне на 8 марта подарил сертификат в школу вождения на 2 часа. Я попробовала, мне понравилось. Ну, как бы планирую тоже этим заняться. Байкер немногословен, конкретен, прям и четок в формулировках. Не приемлет компромиссов, отвергает политику и любое давление со стороны всякого, кто может повлиять на его свободу. Байкер честен и прямодушен, упрям и верен слову. Чтобы стать байкером, не обязательно состоять в клубе. Хотя, как правило, такие люди поддерживают дружеские связи, они в курсе всех событий байкерской жизни. Взгляды сочувствующих байкерскому движению более непредвзяты. Нет, к сожалению, но мы сочувствующие. Рок – музыка с ритмом работающего движка и скоростью вращающегося колеса. На байк-шоу можно увидеть выступления различных рок-групп, известных и не очень. На самом деле для нас не является критерием там стиль, то есть мы не гонимся за каким-то определенным звучанием, то есть мы стараемся разнообразнее, как можно разнообразнее играть музыку. Да, есть песни с элементами и хэви, и поп-рок, и дабстеп даже порой. Да, так что мы не запариваемся, поэтому мы не можем сказать, что вот там нам нужны сольные проекты, чтобы там... Мы, в принципе, все в рамках группы реализуем. На самом деле мы очень часто играем на байкерских фестивалях. Вот играли через реку на Нарва-байк и вот сюда. Что-то нас тоже занесло. Ну, правда, не в этом году играли, но вот занесло в этом. А работа не мешает хобби? Если работа мешает работе, то нахрен эту работу.
Да, так что Так что у нас подход такой. Да. В Если первую есть очередь возможность музыка. играть, да, то мы будем играть. в первую очередь музыка, вторую дети, потому что дети, они это же дети рок-н-ролла. А потом уже, конечно, Кто остальное. нам на старости лет водички-то подносить, если пить будет ходиться? Байкера вы встретите на дороге не только теплым солнечным днем. Настоящий байкер ездит практически при любых погодных условиях. Это не показательное выступление, а стиль жизни. Законопослушный и не совсем. Сочетающий пиво с водкой, мудрость с бесшабашностью, нежность с мужеством. Байкеры такие, какие есть. Ведь байкерство – это просто состояние души. Нет, просто друзья, знаете, вот свяжешься с компанией, потом же прививают всякие разные вещи.